Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Просто позвольте им сесть вместе, и через секунду Чангук окажется в объятиях Тэхёна. Девятое место. Чангук, ты палишься. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Фанаты в ярости. Чангук снова не похвалил Тэхёна. Снова слышу, что он ценит только внешность». Разбираемся, что на самом деле происходило в последних эфирах, чтобы узнать правду. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Мы так мало говорим об этом. Ведь Тэхён мог спокойно выбрать классическую схему. Девушка, объятия, все по канону, но нет, каноном стал мужчина. Объятия с мужчиной. И неважно, какой подтекст в них вложен – поддержка, усталость, просьба или что-либо другое. Сам факт, что мужская спина стала основой для столь интимного жеста, во всех смыслах, говорит о многом. Седьмое место. Я не люблю ни СМС, ни звонки. Конечно же, если речь идет не о его парне. Шестое место. Поведение пары. Мы все наблюдатели истории любви, которая написана судьбой. Вид спереди и вид сзади. Пятое место. Когда у вас одинаковые привычки. Четвертое место. Забота. Помогает своему парню.
Третье место. Новости. Чангук исполнил кавер на песню The Christmas Song Chestnuts Roasting on an Open Fire от Джонни Стимсон. Джонни Стимсон – американский инди-поп и R&B артист, известный своим мягким вокалом, романтичными текстами и домашней атмосферой треков. Его музыка часто строится вокруг чувств, близости и эмоционального комфорта, поэтому рождественская классика в его исполнении звучит особенно органично. Музыкант сохраняет узнаваемую мелодию, но придает ей свой фирменный, интимный и уютный характер. Это не просто праздничный трек, а музыка для тех моментов, когда хочется тишины, тепла и настоящего ощущения Рождества. Чангук выбрал для кавера версию именно Джонни Стимсон не случайно. В ней есть то тихое, почти шепчущее тепло, которое ему самому близко по ощущению музыки. Создается ощущение, будто песня поется для одного человека. Через эту песню он смог передать Рождество как чувство, уязвимое, мягкое, наполненное тишиной, светом и внутренним покоем. Это кавер на песню The Christmas Song, которая была написана в 1945 году Мелом Торми и Бобом Уэллсом. Чангук проиграл режиссеру в игру и расстроился, потому что не выиграл блюдо. Не лишайте его этих маленьких радостей. Тэхён для Vogue Japan. Февральский номер журнала выйдет с двумя версиями обложки. Старт продаж 27 декабря. Я хочу стать непоколебимо сильным, чтобы оправдать ожидания тех, кого я люблю. Истинное лицо харизматичного и сдержанного Тэхёна. Достаточно одного взгляда, чтобы температура в комнате изменилась. В нем есть что-то беззащитное и слегка бунтарское, а его взгляд обладает непреодолимой сладостью и чувственностью. Снятый для Vogue Japan в образах Селин и с нотками ностальгии по кинематографу 90-х, 29-летний участник группы олицетворяет новый тип современного романтика. Глубокий, бархатный голос и взгляд, в котором напряженность сменяется мягкостью, помогают Ви излучать ауру, несвойственную его 29 годам. С момента дебюта в составе группы в 2013 году южнокорейский артист виртуозно сочетает мощные выступления на сцене с удивительной нежностью в моменты, когда остается самим собой. Его сольный альбом «Layover» 2023 уловил эти тонкие эмоциональные оттенки. В своем сольном альбоме он поднял тихую эмоциональную зыбь и интроспективное мировоззрение, возведя индивидуальное самовыражение на новую высоту. Вернувшись в центр внимания после завершения обязательной военной службы, Тэхён расширяет творческие горизонты. Он появляется на неделе моды в Париже, делает первый бросок на матче Лос-Анджелес Даджерс, а также укрепляет свой статус амбассадора брендов, среди которых Селин и Cartier. Кроме того, участники уже объявили о новом альбоме и мировом туре, запланированных на 2026 год. Словно вырезанный кадр из знаменитой картины, время замирало с каждым щелчком затвора. Концепция этой съемки для Vogue Japan в Париже была вдохновлена эстетикой кино 1990-х. Под меланхоличную музыку Тэхёна, облаченный в лук от Селин, амбассадором которого он является, встал перед камерой. Очаровательные выражения, мелькающие в промежутках между небрежно оточенными позами. В каждый такой момент возникает аура, способная в одно мгновение захватить человеческое сердце. Мне нравится выступать на сцене, но съемки – это особое удовольствие. В детстве я просматривал множество журналов и думал, вот вырасту и тоже буду сниматься вот так. Возможность воплотить это сейчас приносит настоящее удовольствие. В этом эксклюзивном интервью Vogue Japan Тэхён рассказывает о своей любви к кино,
представлениях о красоте, подходе к музыке и о том, какую роль в формировании его личности сыграли участники. На сцене он просто бог. Кавер-версия песни «The Christmas Song» в исполнении Чангука заняла первое место в мировом чарте музыкальных видео на YouTube и первое место в нескольких странах, включая США. Чангук боксирует, чистя зубы, и случайно задевает дверную ручку. Группа Brown Eyed Soul поприветствовала Тэхёна и Намджуна в зале. Нашему Сонбэниму Тэхёну, который сказал, что слушает наши песни и рос вместе с ними с детства, и Сонбэниму Намджуну спасибо. Возможно, Сонбэним Тэхён здесь где-то в зале, но я еще об этом не знаю. Хотя мы с вами ни разу не встречались, но я угощу вас обедом. Мы все скинемся и угостим вас. Это движение реально завораживает. И вся эта роскошь создана для Чангука. Четыре года назад Тэхён удивил нас прекрасной песней «Christmas Tree». Она стала первым корейским саундтреком, попавшим в чарт Billboard Hot 100. «Christmas Tree» — это нежная и ностальгическая песня, напоминающая тихую зимнюю ночь. Она рассказывает о любви, которая приходит тихо, задерживаясь и освещая даже самые холодные и одинокие моменты. Простая мелодия и теплый голос создают ощущение убежища, словно кто-то включает мягкий свет в темноте или теплое объятие. Это не просто песня, это напоминание о том, что любовь, когда она искренна, может стать домом. Барби и Кен. Чимин, Тэхён и Чангук также привлекли внимание, войдя в топ-100 крупнейших акционеров среди лиц младше 30 лет в компаниях, зарегистрированных на бирже. Согласно результатам исследования, проведенного SEO Score,
Институтом корпоративных данных. Были проанализированы доли и стоимость акций индивидуальных акционеров публичных компаний за период с конца декабря прошлого года по 19 число текущего месяца. Результаты были объявлены 24 числа. Поздравляем, ребят! Эти результаты – плод их бесконечного труда, упорства и самоотдачи. Они доказали, что настойчивость и страсть к делу приводят к настоящему успеху. Тэхён и алкоголь. Тэхён для Vogue Japan. Эта съемка вдохновлена актерами кино 1990-х. Вопрос: есть ли фильмы или настроения той эпохи, которые вам особенно близки? Ответ: я обожаю «Бешеных псов». А хотя «Гордость и предубеждение» уже из 2000-х, я большой поклонник этого фильма. Недавно режиссер Пак Чхан-ука порекомендовал мне талантливого мистера Рипли, и он произвел на меня огромное впечатление. Вопрос: какой фильм тронул вас больше всего и почему? Ответ: в первую очередь вспоминается «Рожденный для грусти». То, как в нем показаны молодость Чета Бейкера, его боль и абсолютная преданность тому, что он любит, произвело на меня сильное впечатление. А последний взгляд Итана Хоука в фильме до сих пор стоит у меня перед глазами. Я помню, как подумал: возможно, это лучший фильм, который я когда-либо видел. Я большой поклонник джаза, поэтому был полностью поглощен этой историей. Вопрос: как вы себя чувствовали перед камерой во время съемки для Vogue Japan? Бывает ли момент, когда вы словно переключаетесь в нужное состояние? Ответ: вначале я никак не мог поймать нужное ощущение, поэтому мы сделали паузу и обсудили с фотографом композицию и настроение. Чонха – настоящий гений. Сам процесс совместного создания оказался невероятно приятным. Вопрос: 13 июня 2025 года участники отметили свое 12-летие, и все 7 участников впервые за долгое время появились вместе на публике, на концерте Хосоки. Каким был этот момент для вас? Ответ: я плакал. Это говорит само за себя. Вопрос: наблюдая за сольной деятельностью других участников, чему вы у них научились? Ответ: я испытываю к ним огромное уважение. Это выходит за рамки слов вроде «круто» или «вдохновляюще». Наши цели во многом совпадают, но каждый из нас абсолютно уникален. Когда я вижу их на сцене, они настолько впечатляют, что порой даже не верится, что это те же самые люди, которые стоят рядом со мной. Вопрос: если бы вы могли отправиться куда-нибудь со всеми участниками, какое место выбрали бы? Ответ: с ними было бы весело где угодно. Куда бы мы ни поехали, наверняка сказали бы: давайте вернемся сюда еще раз. Кроме похода в офис, это уже другое дело. Вопрос: как вам удается сохранять баланс между жизнью Ви и жизнью Ким Тэхёна? Ответ: поскольку я долго не выступал, образ Ви пока ощущается немного непривычным. Я скучаю по выступлениям в качестве Ви, хочу, чтобы мы скорее выпустили новый альбом, и я снова смог выйти на сцену перед фанатами. Вопрос: какую музыку вы сейчас слушаете и как она на вас влияет? Ответ: я слушаю очень разную музыку. Сейчас так много потрясающих музыкантов. Это вдохновляет и одновременно меняет направление той музыки, которую я хочу создавать. Вопрос: изменились ли со временем ваши отношения с музыкой? Ответ: они не изменились, но я точно вырос. Надеюсь, все будут с нетерпением ждать альбом BTS в 2026 году. Вопрос: из всех выпущенных вами песен, какая кажется вам самой вашей и почему? Ответ: когда я был моложе, это была 4 O'Clock, чуть позже Scenery. А сейчас Winter Ahead с Пак Хёшином. Что касается песни, которая больше всего отражает Ви, думаю, я создам ее в будущем.
Вопрос. Как описать ваш характер 3 словами? Ответ. Любознательный, волевой, оптимистичный. Вопрос. Как бы вы описали свой стиль в моде 1 словом? Ответ. Теплый. Вопрос. Есть ли вещь, без которой вы не можете обойтись? Ответ. Я всегда стараюсь добавить небольшой акцент красного цвета. И часто ношу вещи теплых оттенков – коричневого, серого, зеленого. Вопрос. В октябре 2025 года вы вновь посетили неделю моды в Париже. Что вам особенно запомнилось? Вдохновили ли вас встречи с мировыми фигурами моды? Ответ. Иногда я ловил себя на мысли, что хочу узнать, какого бренда та или иная обувь, и думал, может спросить у ИИ. Но больше, чем новые знакомства, в ту неделю я ценил моменты, которые мы проводили там с друзьями. Вопрос. Что для вас означает красота? Ответ. Это наличие того самого чего-то, что пленяет других. Это широкое понятие, но аромат, украшение или момент, когда краска касается белой ткани во время съемки, дают мне чувство уверенности, словно говоришь себе «вот оно». Чангук в своем мире делает только понятные ему вещи. Комментарий Книтизенов на фотосет Тэхёна. Красивый парень останется красивым парнем навсегда. Вау, невероятно красивый. Но помимо этого, он просто потрясающе умеет делать фотографии. Я всегда в итоге перехожу по ссылке на фотосессии Ви, чтобы посмотреть их. Просто невероятно, как каждая фотография имеет совершенно разную атмосферу. Он безумно красив и умеет так искусно использовать свою харизму. Это просто потрясающе. Вау, он стал еще красивее. Настоящий мастер. Он действительно виртуозно владеет даже кончиками пальцев. Это безумие, это кажется священным. Разве вам не нравится, когда Чангук делает одопозу? На заднем плане башня Намсан, которую видно с крыши дома Чангука. Вероятно, при съемке использовалась камера с функцией автоматического удаления объектов. Чангук удивительно чуткий и внимательный к деталям. Такой подарок становится еще более дорогим сердцу, когда осознаешь, что в нем часть его повседневной жизни, его мира и его взгляда на красоту. Возможность согреть своей любовью других дороже золота. Почему Ким Тэхён выделяется в танце? После многих лет, посвященных профессиональному танцу, я неизбежно смотрю на танец Ким Тэхёна не только как фанат, но и как человек с техническим взглядом. Одно из самых захватывающих в том, как танцует Тэхён, это его уникальная выразительность, которая заметно выделяется даже на фоне синхронности группы. Танец Тэхёна, несмотря на сложность хореографии, отмечен невероятной намеренностью в каждом движении его тела.
Всего 28 секунд видео, и уже можно увидеть множество впечатляющих особенностей в исполнении Тэхёна. Атака и контроль. Хотя движения мощные, у Тэхёна никогда нет ощущения спешки. Интенциональный грув. Тэхён часто добавляет в движение собственный грув, будто он контролирует ритм музыки изнутри. Его движения иногда более плавные или вытянутые на определенных долях, что делает его присутствие более индивидуальным и эффектным. Руки как рассказчики. В то время как другие танцоры держат руки в стандартной форме, руки Тэхёна невероятно выразительны. Его пальцы не просто есть, они указывают, тянут, удерживают или отпускают энергию. Они завершают историю движения руки. Линии и проекция. Его руки создают чистые, широкие линии, но сила не в жесткости. В движениях есть упругая, эластичная природа, будто они реагируют на невидимую силу. Шаги и позиции. Несмотря на быстрые и точные шаги, требуемые хореографией, Тэхён словно впечатывает стопы в пол. Каждый шаг выглядит завершенным, наполненным целью и уверенностью. Сила в базе. Плавные изгибы, изгибания его ног, глубокие и контролируемые, демонстрируя силу опоры. Это усиливает его визуальную выразительность. Он не просто выполняет движение, он владеет пространством. Безупречный фокус. Выразительность Тэхёна всегда начинается с лица. Он полностью погружен в концепцию музыки. Его взгляд интенсивный, выражение передает серьезность и мощь. Полная интеграция. Его синхронность с настроением музыки настолько сильная, что тело следует за эмоцией. Каждое его движение выглядит как естественное продолжение чувства, а не просто запомненная комбинация. Его стиль в этом видео – отличный пример того, как он берет групповую хореографию и возвышает ее своей драматической интерпретацией и нюансами тела, становясь естественным центром внимания, даже выступая среди большого количества танцоров. Обожаю такого Тэхёна. Эти детали. Тэхён совсем чуть-чуть прилипчивый. Это улыбка Чангука. Второе место. Это так интимно. Надо найти себе такие же отношения, как и у них, и тогда можно поминать счастливым.
Тэхён очень влюблен. Первое место. То, как он бупает Тэхёна, чтобы привлечь внимание. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,